Привет всем, и мы продолжаем колупать Металлоискатель Пират. Сегодня у нас новая улучшенная версия, которую сможет повторить каждый. В одном из прошлых видео я показывал полный процесс лазерно-утюжной технологии, однако сегодня мы пойдем по пути наименьшего сопротивления, так как для изготовления печатной платы самостоятельно нужна как минимум мини-дрель. Однако любители хардкора все равно найдут распечатки этой платы в архиве по ссылке в описании. Она хоть и двухсторонняя, но с обратной стороны всего 4 дорожки, их можно заменить обычными перемычками. Дело в том, что китайцы открыли сервис, который позволяет делать печатные платы заводского качества за копейки. Шелкография, изолирующие маски, все это очень быстро и дешево. Тестовые образцы этой платы я даже не делал самостоятельно. Их было целесообразнее заказать на GLC PCB. 5 плат с доставкой будет стоить около 500 рублей. А изготовление и доставка занимает в среднем 2 недели. Ну а Gerber файлы этого проекта я тоже оставлю в архиве по ссылке в описании. Вместо R1, R2 и так далее я подписал номиналы компонентов, ну а с обратной стороны написал общую характеристику. Все для удобства сборки. Эта версия платы в пару раз чувствительнее предыдущей, потому что я играл с номиналами значений. Но об этом дальше в видео. Для сборки, как ни странно, нужны детали. Они хоть и подписаны на плате, но закупать их в таком виде не очень удобно. Поэтому я написал список по той же ссылке в описании. И сразу же приступаем к монтажу компонентов. Быстрее и правильнее всего их впаивать, как показано на видео. Сначала берутся детальки наименьшего габарита, в данном случае это резисторы, выводы загибаются нужным образом и продеваются через отверстия, а потом с обратной стороны все это пропаивается. Кстати, конденсаторы с овальными посадочными местами здесь керамические. Если вы вдруг захотите купить такую плату, но 5 штук вам ни к чему, я продаю их поштучно в группе ВКонтакте. Если кому интересно, ссылка в описании. Кстати, микросхемы лучше всего крепить через такие адаптеры. Это исключает их возможный перегрев при пайке и дает возможность их в случае чего заменить. Кстати, на плате я предусмотрел посадочные места под винтовые клемники. Это гораздо удобнее, нежели каждый раз отпаивать и припаивать провода. Питается все это по классике от 9-вольтовой кроны, потому что достать 12-вольтовый аккумулятор для многих большая проблема. Катушку можно сделать очень разными способами. Конкретно в данном случае это медная проволока 0,6, 20 витков с диаметром около 20 см. Подойдут также провода 0,4 и 0,5, но там уже нужно будет поэкспериментировать с количеством витков. Ну а дальше корпус. Ранее я уже показывал, как его сделать из пластикового щитка, однако сегодня сделал 3D модельки. Они также есть в описании. Почаще туда заглядывайте, там много полезных ссылок и информации. Напечатал черным ABS пластиком и уже вставил гайки на свои места. Позже вы поймете, для чего они. Ну а сам корпус рассчитан так, что никакого клея не нужно. Все и без того собирается довольно плотно. Немаловажная часть — это выключатель с фиксацией. Под него тут также предусмотрено место. Продолжаем монтаж уже внутри корпуса. В корпусе все сидит довольно плотно, но под 12-вольтовый аккумулятор, увы, нужен уже другой корпус. Ну а провод, идущий на катушку, лучше закрепить в таком кабеледержателе. Честно говоря, я не знаю, как он называется. Ну вот, совсем другое дело. Теперь, если случайно дернуть за провод, ничего не пострадает. Динамик полватта, 8 Ом. Подойдет в принципе любой, от любой старой игрушки. Его по классике крепим на крышку корпуса. Суперклей сода наше все. Настал черед крепления под трубу. Все это будет крепиться на раму, сделанную из трубы, кто не понял. На этом сборка в принципе закончена. Как сделать раму и как правильно укрепить катушку я показал в прошлом видео. Ну а теперь немаловажная часть этого видео — тестирование. Первый объект — это жестяная банка. Расстояние 35-40 см. По сравнению с предыдущими версиями очень неплохой результат. А это обычная 5-рублевая монетка. Он детектит ее на расстоянии около 15-20 см. А на этом у меня все. Заходите в группу ВК, там открыта стена, и вы можете поделиться своими самоделками с другими. Спасибо всем, кто меня смотрит. До новых встреч!